Всем привет, дамы и господа, на канале GM Time, и сегодня у нас долгожданный обзор Dead Train. Он стал не так давно компетитив картой, его будут играть на про уровне, жду не дождусь увидеть первые официалки, какая будет мета. Надеюсь, что эта карта станет топ-3, топ-4 по играбельности на миксах. Все-таки карта снайперская, но я в целом люблю эту карту, я на ней сыграл не так давно 2 на 2 турнир, и она мне в целом понравилась. В этом ролике я буду бегать по карте, рассказывать свои мысли, какие-то взаимодействия, какие-то гранатки покажу, которые я уже освоил, потому что играть карту и не знать гранаты, это максимально непрофессионально, и никакого элла вы не получите или удовольствия. Надо по-любому знать базовые взаимодействия. Начнем с Б-плента. Что изменилось? Изменилось то, что убрали этот поезд, добавили какую-то будку. Тут вот такая тема есть. Ладно, я не буду показывать, это будет в следующем ролике про фишки на этой карте. Некоторые мы вам продемонстрируем, чуть заспойлерю вам следующий ролик. Под поездами, как вы поняли, нельзя ползать. Кто из 2005-го, то есть тут давно уже это не делать нельзя. Катушки нет, есть вот такая платформа, на которой можно стоять. Да в целом, глобальных изменений, как по мне, нет. Все то же самое, ну типа убрали вот эту тему, этот поезд. За счет этого изменится метод, то что не будут вот эти два смока давать, которые раньше давали. Будут давать, может быть, вот такой смог, мне кажется. А так, в целом, ну, чтобы закросить. Ну, а ты что сможешь делать? Ты сможешь, наверное, вот так, да, как-то хитовать. Либо разбивать, уже хаешки появились. Ну, либо ты вообще будешь вот так будут люди кидать, пушить по левой, под какие-то контрольные флешки забегать. Туда молик лететь будет. Ну, что-то такое, наверное, возможно. Но мне кажется, как минимум, это просто будет нижний смог. Какая-то типа флешка и... как-то вышел, дальше типа вот так вот и чекал, есть то нет, если что, вот так типа убивал. Что я понял, так это то, что карта достаточно ретейкается сейчас. И раньше были некоторые споты. Вообще в целом тренд всегда была карта, которая ретейкается. И тут всегда играл один опорник. То есть 1+4 стартовали, потому что если ты на А дашь типам поставить бомбу, то есть ты не ретейкнешь эту карту, то это невозможно. Сейчас и А точка вроде кажется, что более ретейкается, но опять же, может быть это первое такое впечатление, типа какой-нибудь смог сюда давать, дефать. Наверное, точка тоже стала больше ретейкаться, но по поводу Б. Что нам надо? Это мы типа идем отсюда, толпой на все открываемся. Вот это, кстати, диагональ, которую тоже могут люди брать, вот так там с авиком, либо на стрейфе. Вот здесь еще какие-то щели. Но я думаю, что очень много всего изменится. Смотрите, вот тут щель, тут щель. Вот отсюда ты можешь видеть, вот типа вот с нижнего вот так, прикиньте. Вышел и вот так законтролил. Но по базе, что я понял, если первый рез на первый рез, то КТ успевает словить тебя прямо вот здесь. Но если ты бежишь по верхнему, то вроде как тер успевает запрыгнуть вот сюда. И вот так тебя кончит. По поводу перемычки, бани, там, я не знаю, как-то так. В целом убрали какие-то ящики. Шире стало пространство, но как таковое не поменялось. Есть занятие классическое, ты когда кидаешь такой смог, такой молик. Упрыгиваешь сюда, и если что, все, перемка твоя, кинул флешку, под нее занял. И дальше типа какие-то раскидки сюда бросаешь. Ладдер, да, переходим плавно к ладдеру, соединяющая такая тема, которая собирает перетяжки. Ладдер стал зоной, через которую теры сейчас гораздо проще ротируются с Б на А. То есть в старой версии тут стоял экзипник, ставил прицел на спрыг. Если ты не выкуривал молик, типа, и он там не тушился, то его невозможно было выкурить. А сейчас тут в целом невозможно стоять. То есть тут все распикивается. Максимум, что можно сделать, это с авиком запикать. Но тебе надо, чтобы у тебя была отожжена сотка, и чел, например, на стрефе стоял вот здесь. И в случае чего, типа, затыкал. В остальном, ладдер, как по мне, не играбельная позиция. Она больше теровская. И если вы там шли на Б, вас заткнули, либо легко будет, типа, фейковать. Кому-то типа какой-то смог, типа вы выходите, а под это вы уже... вот сюда что-то забейте, я хотел туда спрыгнуть. А отсюда вы уже типа под гранатой перебегаете и под какого-нибудь люрка мертвого. То есть 4+1, чел с зеленью у вас пошел, вы пошли Б-осаду, он вышел до какого-то типа спота, условно здесь встал. Вы ротируетесь, он вам типа убивает какой-нибудь здесь, и все. Ну либо просто даже подсотка типа, даже наверное, подсотка типа это лучше будет. То есть вы пошли Б, он отсюда уже вышел, говорит, типа, они стянулись, у вас минимум трое, у него игрок один на линиях и один за плентом. Он просто проходит сюда, и вы выбегаете, и он отсюда тоже вам помогает скрывать все это. Если еще смог даст. Либо отсюда даже можно молик кинуть, я так понимаю, в зиг, как раньше.
либо отсюда как. И все, и вы типа за счет этого можете перетягиваться. Ну, с Бэплантом все просто. Начинаете 4-1, там максимум бараж, чел на стрейфе, заткнул, ушел в ретейк, там обновляешь с дальнего, помните, вот здесь вот так вот типа чекаете. И то, либо вот так, типа прыжками, но сейчас видите, с верхней вас могут убить. Поэтому я не знаю, типа, как тут делать. Вот так тоже, да, если верхний выйдет, вы типа перебежать не сможете. То есть, наверное, типа как-то вот так еще можно стоять. Вот так контролить, и отсюда ты типа видишь, как чел падает. Тоже, по идее, не отдаешь эту зону, либо цепляешь типа какого-то, падаешь сюда и все, стараешься вот здесь вот не отдавать зону, контролишь на себя, твои типа прибегают, уже кидают там базовый смог, молик типа за собаку, и все, и ретейкайте. Тут еще видите, какая тема. Ну, короче, прикольно. Б-плент не особо изменился, я этому рад. Я рад тому, что не надо изучать какую-то мету, вот. Но СА гораздо другая история. СА у нас нету девятки, новой, нет старой. У тебя здесь нет теперь у снайпера геймплея. То есть раньше он контролил в щель, что-то простреливал, это бараш, он убегал, забирал вверх, забирал вниз. Бам первый, бам второй, выкатывал типа какой-то ванвей, запрыгивал потом здесь, вот здесь убивал. Сейчас этого как будто может быть меньше, но зато будет этот спот. То есть ты отсюда, во-первых, можешь префом убивать типа, который вдалеке стоит. Видите, пока текстурки не знаю. Во-вторых, можно кидать флеш и вот отсюда запикивать этих всех снайперов, это все дерьмище. Можно просто контролить здесь. Если тут будет смог, ты по-любому он будет, ты взрываешь хае его и чекаешь. Если будет и здесь смог, что скорее всего, чтобы типа чел бежит, например, он же сейчас успевает. Первый будет кидать смог, кидать молик, второй будет тушить, и все, будет долетать сюда, флешки моликом будет врываться. Ну, типа, вот такая тема будет нам. Поэтому я сейчас понятия не имею, какая будет мета, какой будет размен вот здесь. То есть есть и какие-то смоки уже инстаки отсюда придумали. Придумали типа какие-то молики, то есть даже какие-то вот такие можно бросать. Можно бросать просто на ходу. Некоторые люди вот такие бросают, вот такие. Хае там люди бросают. Уже придумали какие-то флешки вот так. Короче, вот эта драка именно конкретно в этом моменте, сейчас непонятно, надо смотреть Blast и делать выводы по нему. Но что я могу сказать точно, это то, что КТ стало гораздо тяжелее стоять на пленте. То есть в лейте обычно стоял так, Авик стоял на Б, там забирал верхние, и там вот отсюда там забирал, либо вот отсюда. Сейчас этого будет, может, меньше, и Авик будет играть конкретно вот по вот этим диагоналям, именно зелень будет контролить. После этого, видите, и тут у него будет пространство для маневра. Либо он будет начинать как-то здесь и, например, кидать вот такие флеш. Ну, надо смотреть, что будет по мете. Но я не хочу, чтобы Авик был стационарным. Хочу, чтобы он мог позволить себе где угодно быть. Потому что раньше ты просто бегал здесь. Если ты не оказался на Б, твоя вина. Но на Б ходили там, редко, и чел на Б часто давал эту информацию. Вот. По поводу зелени, что могу сказать. Тут тер добегает быстрее. Раньше, типа, ты должен был кидать молик, там, чтобы разменять, типа, КТш. На КТ тоже приходили, давали молики. Ты разменивал, была флешка, чел типа под нее отбивал вот так, у тебя зелень. Сейчас тоже это возможно, видите как? И они дальше проходили сюда, там пастились, что-то такое делали. Сейчас у тебя только получается вот этот спот. Ну тут как-то дерьмище. Максимум, что тут сделать, можно это вот так с авиком бежать, мне кажется, законтролить и понадеяться, что чел пойдет на шифте, ну, либо бежать под какие-то флешки уже заранее. Ну, по файту, вот видите, карта новая и непонятно по таймингам, где какой рез успевает. Поэтому нельзя сказать, где будет что преимущество вот с первого взгляда, то есть какой размен гранат будет. Но что можно сказать, это то, что теры, как и в предыдущих версиях, чтобы играть эту карту на 100%, у них должна быть перемка быть, чтобы была возможность пойти на Б. Ладдер стал сейчас проще, но ладдер проще стал, это если у тебя будет сотка. Но из-за того, что ты быстрее, ты вот здесь вот ловишь типов по стене, и за счет этого ты можешь выпрыгивать туша за красный каждый раунд. И то есть у тебя есть маневренность, но у тебя нет особого пространства. Но если ты будешь бросать, ну если типа по базе будут теры бросать вот эти два смока, чтобы не было ревилов, и типа чел будет сразу давать какой-нибудь такой молик, то ситуация может измениться. Ну или в целом просто снайпер будет контролить. Ну там будет флешка, да, и поэтому снайпер прям не будет контролить. Любая флешка с планта и зелень будет запик простой. Вот, как минимум, я думаю, что
Вот эту зону, наверное, легко сейчас будет отпикивать. То есть тебе надо просто отпикать здесь. И далее любая, типа, если ты с авиком не стоишь вот здесь, а с авиком ты тут стоять, ну, можешь, по идее, но моделька может пробежать. То есть вот такая еще флешка была, ну вот она и есть. Вот под такую флешку просто чел будет пробегать на широком и все, и фиг попадешь по нему. Либо, если он не играет от упора, под какую-то вот такую, наверное. Раньше, помните, типа чел был этот смог, чувак под флешкой здесь запикивал, не давал здесь, но сейчас это не нужно, сейчас это по базе будет, это теровская сотка, и может быть смог будет не прям такой, а вот сюда, чтобы зелень закрывал, вот, и тогда уже будет пространство какое-то. Поэтому, на первый взгляд, карта стала более в Т-сторону, потому что ты можешь и на А крутить, и зелень у тебя есть, то есть пойти зелень, там откидать какой-то набор, я не знаю, ну, типа, вот сюда кинуть смог через лево, то есть кидаешь смог, кидаешь флеш, кидаешь молик, сближаешься, потом еще какая-нибудь флешка, здесь моменталка, под нее выбегаешь, отсюда кидаешь еще смог, и все, и у тебя как бы есть где разгуляться, то есть ты уже здесь, и АУКТ как таковых спотов я не вижу, может быть это не будет вот в этом районе крутиться, то есть здесь запикивать будет чел, и ему надо будет вот так крутиться, вот так, и вот тут спот есть, то есть и везде типы выходят левым плечом, то есть вот так выходит левым, вот так выходит левым. Вот здесь, типа, будут выходить левым. Ну, это, кстати, о каком плече речь вообще, если... Ну, есть какое-то минимальное преимущество, но в целом это за счет стенок. За счет того, что вот тут чел будет выходить, и ты хорошо будешь ставить кружхай платформу, чувствовать модельку. Как и здесь, как будто если чел будет без флешки выходить, то большая вероятность, что ты, типа, можешь срубать его. Поверхности и тени тоже отдельный разговор, видите, они везде здесь есть. Где-то будут плюсовые дуэли, где-то минусовые. То есть, если чел будет вот так стоять, например, он может по тени увидеть и типа просто на тебя, не знаю, выйти, либо вот так. Тоже надо смотреть, много играть карту на спотах. Но как минимум надо дождаться того, чтобы устоялась мета. По поводу гранат. За КТ не буду ничего показывать, потому что непонятно, какой будет размен гранатами. Но за Т вот что скажу. Вот эти две гранаты, мне кажется, must have. Вот так встаете, сюда бросаете. Это смог камера, либо гэп, либо, не знаю, айви. Мне говорили, что здесь можно бустануться, но видите как, на самом деле тяжело будет видеть. Этот смог полезный. И второй смог с этого же спота, если будете дропать, вот сюда он вроде дается как-то. Вот он. Тоже подрегулировать. Короче, вот эти два смока must have. Вот я вам придумал тему, то что кидаете вот эти линии, например, вот эти два смока, и под это у вас есть хит, где вы потом просто докинем этот молик, соответственно. Но когда ты будешь такой этот молик бросать, то жди, что тебе будет прилетать какая-нибудь хаешка тоже. Под это выпрыгивать, потом докидочный смог в зиг, флешка вот сюда, например, и молик плент, врываешься и стараешься пылесосить. Чел какой-нибудь у тебя бежит по базе с первым респом вот сюда, кидает вот так, типа перемка его, если что, он уже вот здесь, один прикрывает, другой бежит, и все, и ты уже здесь. Также в клатчах отсюда можно будет любые гранаты докидывать, то есть тут же, видите, в камеру, там, я не знаю, молик там какой-нибудь можно будет придумать за плент, чтобы все горело. И челам я даже не знаю, то есть, видите, вот отсюда прям, если не с гэпа, то непонятно. Непонятно вообще, зачем вот эта лестница нужна, зачем на этот ящик залазить, для чего он нужен. Наверное, для теров, чтобы в клатчах отсюда брать вот этот гэп. Ну да, если тер занял точку, у него спотов на самом деле миллиард. Он и здесь может стоять, вот так контролить. Он и здесь может стоять, вот так контролить. Теровская карта стала, я даже хз. Плюс еще КТ, если будет пушить спину на ретейке, как раньше было. Ну получается у него здесь будет вот такие дуэли, и у Тера не будет возможности здесь оставаться в клатчах, да. Получается, Вальвы в CS2 вводят все к ретейкам. Что Anubis, Ancient, там, я не знаю, стали более ретейковыми картами. То Inferno, они все в ретейке. Чтобы игра была такой, знаете, динамичной, чтобы всегда был шанс. Они уходят от того, что если ты занял точку, то ты выиграл. Ты должен занять точку, потом ты должен выиграть клатч. Чтобы до последнего были типа ретейки, луз-бонус за сейвы, все это убирается. Короче, ребята, фиксят игру для того, чтобы она стала более такой зрелищной. И это плюс стопроцентный. Получается, из-за этого спота нет, остается вот этот спот. Ну, ты типа открываешься на все, да. Ну и получается, спотов как таковых нет. Наверное, этот теровский спот. За КТ здесь нет смысла стоять. Еще может вот такое взаимодействие, я тоже о нем думал. Вот так чел встал, например, здесь на тайминг. То есть он встречается здесь перемка вот в этом споте. Можно сюда заходить и под флешку в тайминг, если что, играть. Сыграл, скинул смог,
ушел. Ну, короче, это надо смотреть еще по респам. Напишите в комментариях, сколько я рассказал. Непонятно, какая мета, и это надо еще смотреть в будущем. Мне кажется, я это сказал миллион раз уже во время ролика. Так, эти два смока есть. Какое-то взаимодействие с зеленью тоже я вам в целом показал. Раньше, типа, был вот такой смок на занятие, а потом там какой-то вот такой молик, флешка в этот молик, и ты, типа, выбегал налево и мог пробежать. То есть по майнгеймсу ты выходил либо направо, либо налево. Тут я не знаю, как это сейчас будет работать. Но что точно понятно, что терм стало проще. И кто не помнит, CSGO это была все равно КТ-карта, и у КТ было большое преимущество. То есть только крутые команды типа могли за теров много брать. По поводу Б-планта и закидок, они остались все те же самые. То есть есть вот такой смог, самый базовый. Вот так встаете, вот эта точка чуть ниже. И вот он максимально быстрый. Такие же флешки остались. То есть вы либо даете open флешку, да, вот эту классическую, либо вот такие флешки, чтобы не слепили ваших типов и слепили все, что там есть. Остались также молики. Помните вот этот молик, который на две стороны раньше был, чтобы за плентом. Ну, непонятно сейчас эффективность его. Сисек нет тут, которые раньше были. И как отсюда, типа, принимать. Покажет время, короче. Ну, тут как будто есть шанс. По поводу верхнего смока и верхнего спота. Вот, что я сказал, в клатчах. Вот эти споты, они все будут очень полезны, видите? Они на какие-то кроссфайры, вот, грубо говоря, этот чел стоит здесь, в тайминг, если что, играет, вот так пикает, или нет этого спота, и этого спота нет. Хотя бы дефолт есть. Ну вот дефолт, да, есть спот. И то ты смотришь по верхам. Раньше, типа, ты мог видеть отсюда зиг, сейчас тебе надо отходить назад, и вот так, да, контроль. Ну, хоть что-то есть. Налево есть возможность, направо есть возможность, вверх что смотришь. Ну, дефолт нормальный спот. Собака спот, классический. Типа, но видите, что типа налево нельзя пикать. Вы должны отходить. То есть они так сделали, что ты должен отойти и вот так пикнуть. Но когда отходишь, ты видишь, открываешь нам вот эти темы всякие. Поэтому зайти на Б это не так сложно, как удержать Б. А точка будет, скорее всего, более такая, знаете, экзекютная. Типа даже отсюда какие-то смоки бросаешь базовые. Летит флешка тебе в сотку, флешка сразу такая. У тебя чел с зеленью, с ладдера, два типа с ладдера бегут, либо уже здесь стоят. И все, и пошла закидка. И ты уже должен как-то принимать. С авиком я не знаю, где стоять. За плентом как-то, да, вычислять что-то здесь. Под себя какие-то гранаты бросать. Я когда, типа, играл 2 на 2, непонятно было, где падать вниз без звука. Можно ли, типа, отсюда упасть без звука. Это все надо изучать. Но отсюда, видите, видно здесь. То есть, это, на самом деле, даже спота не существует. Этот спот и вот этот спот для клатча. И вот этот спот. Вот так стоишь. И потом в тайминг, если что, либо идешь сюда и отсюда, типа, пикаешь. Либо потом в тайминг отпикиваешь. И потом отсюда пикаешь. Вот этот спот в клатчах тоже, наверное, хороший. Даже просто стоишь. Вот этот спот и вот этот спот. И на мультикилл в пленте. Один плент занимает, и все из плента. Вот отсюда. Ну, короче, как-то так, ребят. Понимаю, что, наверное, кто-то из вас уже играл эту карту, и вы, типа, можете сказать что-то больше по поводу того, как это все работает. Но, как мне кажется, только про игры покажут реальную суть вещей, какие-то новые темы, меты, гранаты. То, что вы там бросали, типа, какие-то молики, это, конечно, круто. Про играх могут договориться 2, а то и 3, а то и 5 иногда типов. И легко будет потушить, выбежать и не оставить шанса КТ. Поэтому жду не дождусь первого материала по этой карте. Может быть, сделаю еще один ролик. Общее мнение, я рад, что Vertigo убрали, это новая как бы карта. Она снайперская, Vertigo была не прям снайперская, было тяжело на ней двигаться. Тут, надеюсь, я не ошибусь, и это карта для снайпера с большим пространством. Как минимум за теров, мне кажется, как-то прыгать здесь поверхности ровные. Ну да, думаю, что это Т-карта. Поэтому спасибо всем, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я рад, что вы смотрите. Пока.